Я отправился в кинопарк Москино, огромнейшую площадку для съемок фильмов, клипов, сериалов, в общем всего того, что связано с видеоконтентом. И сегодня я побываю в локациях, в которых снимались настоящие фильмы, загляну в павильоны киностудии, посмотрю, как работают гримеры, так что будет интересно. Сам парк открылся не так уж давно, но тут уже успели снять сцены для нескольких фильмов и сериалов. Сейчас парк активно развивается и расширяется. Площадь для возведения декораций должна достигнуть 1100 гектар, а это прям очень много. Вот посмотрите на этот кадр. Кажется, что я его снял где-то в городе, но нет. Это все декорации. Кстати, прямо в этот момент там снимался один из фильмов, который должен будет выйти через некоторое время. И именно поэтому я покажу вблизи не все локации и декорации, потому что это не просто туристический парк, а действующая площадка для съемок, и тут снимаются фильмы. И чтобы не мешать процессу, близко подходить не стоит. Но давайте переместимся в первую локацию. Это место съемок фильма «Девятая планета». Фантастический фильм про другие планеты и все такое, который еще не вышел и еще в процессе съемки. Кстати, обратите внимание, что сзади сделан большой синий экран, который потом заметит на недостающие элементы заднего фона, потому что здесь построены лишь основные элементы декораций, а все остальное будет дорисовано компьютерной графикой. Ну, примерно так же, как я делал некоторые моменты в своих видео, где мне требовались лишь те части реальной жизни, с которыми я непосредственно взаимодействую, а все остальное я просто дорисовывал. Совсем рядом располагается следующая локация. Настоящий самолет, на котором летал Лужков, и вот он здесь вот стоит для съемок, чтобы снимать внутри, ну или снимать даже сам самолет, как в него выходить, в общем, для съемок. Да, это настоящий самолет, который снимают как внутри, так и снаружи. Вообще декорации в большинстве случаев нужны для мест, либо которых уже или еще нет, в которые нельзя попасть, или которые проблематично перекрывать для съемок. Например, как вокзал или аэропорт, которые тут тоже построены, но посмотреть все места за один раз я бы попросту не успел. Да и не во все локации можно попасть, так как это действующая площадка для съемок. Но все равно я еще увижу много чего интересного. Кстати, за самолетом находится следующее место – локации Берлина военного времени. И первое, что бросается в глаза – это декорация развалин Рейхстага. Почему же он такой обрезанный или недостроенный, спросите вы? Да потому что его попросту незачем строить в полную величину, потому что дальше все можно опять же дорисовать, а то, что есть, взять за основу. Да и в разных фильмах и сценах он должен быть немного разный, поэтому и не нужно его строить полностью. Напротив находится берлинское КПП, и то ли меня воспоминания из берлинской поездки подводят, то ли оно сделано не в точности как КПП Чарли, хотя вроде заявлено было обратное. Но тут, наверное, было сделано просто одно из КПП, а дальше уже пошел слух, что это именно то КПП. Кстати, чтобы я мог везде ходить, все снимать и в то же время слышать, что нам рассказывает сотрудник парка, мне дали вот такое вот устройство и наушник. И я мог спокойно отходить в сторону и снимать все, что мне нужно, при этом слыша все, что мне рассказывают. Через КПП, пройдя еще немного по Берлину, я попадаю в Петербург. И тут есть одно из немногих мест, где внутри здания есть оформленное заведение. Это бар. Так как в обычном баре не всегда можно сделать нужную атмосферу определенного времени для определенного фильма, то тут есть собственный бар для съемок необходимых сцен. Ну а если речь зашла о баре, то лучше всего переместиться в другую локацию. Это ковбойский городок на Диком Западе. Тут есть своя бочка, офис шерифа, банк и много чего еще. Конечно, более реалистично это выглядело бы в солнечный день, но и так создавалось впечатление, что ты находишься в каком-то фильме. Не хватало только жителей города, которые бы занимались своими делами, потому что обычно в фильмах тут очень даже людно. Но это лишь декорации, а внутри ничего нет.
Просто пустые строения, так как внутренность снимается отдельно, совершенно в другом месте. Так как территория парка очень большая, а локаций немало, то все их сразу увидеть никак, и передвигаться между ними нужно на специальном транспорте. И как раз таки из окна можно увидеть некоторые места, куда в этот день пройти было никак. Вот, например, декорации глухой деревни или уездного городка невдалеке. И еще одно место, где достаточно проблематично снимать в реальных условиях, в реальной жизни, это кладбище. И поэтому здесь сделана отдельная территория под кладбище. Находится она на территории Москвы 40-х годов. И вот так вот оно выглядит все. Да, для некоторых съемок нужно отдельное кладбище. Как я уже сказал, оно находится на территории Москвы 40-х годов. Это одна из самых больших на сегодняшний момент локаций тут. Что сказать, тут очень интересно походить и поразглядывать, как здесь все устроено. Конечно, сейчас ощущение, что это какое-то ненастоящее, потому что, во-первых, на заднем фоне видно, что декорации заканчиваются, а также нет атмосферы города, как будто бы все вымерло, и ты идешь по пустому городу. Но на то оно и кино, чтобы из вот такого разными методами воссоздать полную картину и погрузить зрителя в атмосферу фильма. Кстати, все вот эти вот здания и декорации зачастую не настоящие, а картонные или деревянные, просто покрашены и сделаны так, чтобы казалось, что это реальное здание, каменное, или какое-то еще другое вот место. И, конечно же, почти все здания внутри пустые, так же, как было в ковбойском городке. Но в некоторые дворики все-таки можно зайти, и там будет сделано все под то время. Помимо территорий под декорации, тут есть павильоны киностудии. В один из них я зайду. Это склад с реквизитом, в данном случае для советской эпохи. Тут множество различной мебели, одежды, плакатов, техники и много-много всего всякого разного, чтобы можно было обставить комнату или создать нужную атмосферу в кадре, одеть героев или выдать им нужный реквизит. Тут можно найти все, что угодно, от карты до музыкальных инструментов, и начиная от телевизора, заканчивая статуей Ленина. Ассортимент тут очень уж не маленький. Также я зашел в гости к гримерам, чтобы посмотреть на их работу. Здесь мне рассказали, как и какими средствами делается тот или иной грим, и я даже попробовал на вкус жидкость из фильмов про вампиров. На вкус, кстати, как очень-очень сладкий сироп. А потом специалист по гриму наглядно показал свою работу, сделав девочке на носу последствия ситуации, когда ты на полном ходу врезаешься в хорошо отмытую стеклянную дверь, когда не заметил, что на твоем пути стекло. Еще одно место – это Соборная площадь в Москве, которую, конечно же, очень сложно перекрыть для съемок фильма. А тут это можно делать сколько угодно. Кстати, некоторые элементы тут тоже недостроены и заменяются потом графикой. В этой локации можно снять исторические фильмы про Россию, царей, императоров, в общем, места для полета фантазии много. В конце, как и при настоящих съемках фильма, была разбита тарелка, кусочки которой можно было взять с собой. Мне тут очень понравилось. А как вам такой кинопарк?